После того, как Ван Линь и таинственный молодой мужчина начали стремительно удаляться от поля боя, ситуация в Громовом царстве стала еще опаснее. Ван Линь уже не контролировал собственное тело, им управляло загадочное древнее существование, а его собственный изначальный дух был лишь оттеснен в сторону. Тем временем противник, который несколько раз менял свой облик, продолжал преследовать их, желая добраться до настоящего тела этого существа и поглотить его силу. Однако все происходившее было связано с гораздо более древней тайной. Чтобы понять ее, необходимо было вернуться к событиям, которые привели к пробуждению Циншуя. Янь Лэйцзы уже давно готовил свой главный замысел. Его целью было превратить 49 фрагментов в высшее сокровище, обладающее собственным разумом. Но для этого одной энергии фрагментов было недостаточно. Поэтому Янь Лэйцзы достал древнее зеркало, внутри которого с древней эпохи были запечатаны бесчисленные изначальные духи. Среди них находились культиваторы самых разных уровней. От инь пустоты и янь постижения до небесных, бессмертных и бессмертных королей. Среди них были даже два изначальных духа бессмертных генералов первого ранга, а в самом конце находился изначальный дух бессмертного генерала небесной резни шестого ранга. Один за другим эти изначальные духи слились с 49 фрагментами. Когда процесс завершился, великая формация Громового Бессмертного наконец обрела разум. 49 фрагментов превратились в единое бессмертное сокровище, обладавшее поистине потрясающей силой. Но Янь Лэйцзы все еще не хватало одной вещи – высшего намерения, убийства Дао Цин Шуй. И именно ради этого был создан весь его план. Янь Лэйцзы был вынужден раскрыть тайну, скрытую на протяжении бесчисленных эпох. Цин Шуй никогда не был обычным бессмертным генералом. Он являлся наследным принцем государства Цин Шуй, единственным прямым учеником бессмертного императора Бай Фаня и невероятным гением древней эпохи, обладавшим потенциалом стать бессмертным императором. Но в древности с ним произошло нечто ужасное. Цин Шуй внезапно был захвачен демоническим намерением. Он потерял контроль над собой и собственноручно убил своих товарищей по обучению, родственников и друзей. Более того, он убил даже свою дао-компаньонку, которая сопровождала его на протяжении 10 тысяч лет. Когда Цин Шуй наконец пришел в себя, он полностью сломался. Не желая уничтожать самого себя, но понимая, насколько страшным стало демоническое намерение внутри него, Цин Шуй разрушил собственное тело и разделил остаток своей души на 9 слоев, после чего запечатал себя. Бессмертный император Байфань испытывал глубокую жалость к своему ученику и не смог уничтожить его. Вместо этого он создал огромную формацию, надеясь, что однажды Цин Шуй пробудится и сможет самостоятельно понять правду. Однако воспоминания были погребены слишком глубоко, до тех пор, пока Янь Лэйцзы не достал бессмертный нефрит, оставленный Байфанем. В тот момент, когда Цин Шуй принял этот бессмертный нефрит, все болезненные воспоминания мгновенно вернулись. Он вспомнил все. Людей, которых когда-то любил, людей, которых собственноручно убил. Все, что произошло в тот страшный день. И в этот момент разум Цин Шуй окончательно рухнул. Его глаза стали кроваво-красными, а убийственное намерение заполнило небеса. Он мгновенно разорвал пустоту и обрушил смертельную атаку на Янь Лэйцзы. Так началась битва двух высших экспертов. Цин Шуй больше не сдерживался. Он один за другим использовал потрясающие бессмертные искусства, включая призыв ветра и вызов дождя. В небе появились 8 пожирающих небеса демонических драконов, после чего бесконечный кровавый дождь превратился в ледяные кристаллы, запечатывая небеса и землю. Янь Лэйцзы также перестал скрывать свою силу и полностью активировал великую формацию Громового Бессмертного. 49 потоков разноцветной исходной энергии столкнулись с 8 демоническими драконами. Столкновение двух высших экспертов второго шага оказалось настолько чудовищным, что даже Ван Линь, находившийся в нескольких тысячах километров от поля боя, почувствовал, как кровь потекла из его 7 отверстий. Но Ван Линь не убежал. Напротив, он продолжал наблюдать. Перед ним происходило то, чего он прежде никогда не видел своими глазами: настоящее столкновение высших бессмертных искусств и великого дао-экспертов второго шага. Для Ван Линя это было невероятной возможностью. Он уже находился на пути слияния с Дао Небес и теперь своими глазами наблюдал битву уровня бессмертных генералов. Каждая техника, каждое столкновение и каждое изменение великого Дао позволяли ему постигать нечто,
чего бесчисленные культиваторы не смогли бы понять даже за всю свою жизнь. Тем временем Янь Лэйцзы пытался заставить Цин Шуй поверить, что причиной его демонического превращения в прошлом был кто-то другой. Он пообещал помочь Цин Шую раскрыть истинную причину произошедшего, отомстить за Байфаня и раскрыть древнюю тайну, скрывавшуюся на протяжении 10 тысяч лет. Но Цин Шуй уже полностью погрузился в ненависть и демоническое намерение. Он больше не мог рассуждать. Не осталось ни сомнений, ни колебаний. Оставалось только убийственное намерение. А пока два высших эксперта продолжали сражаться, Ван Линь постепенно осознавал, насколько огромна разница между его нынешним уровнем и настоящими вершинами второго шага. Но происходившая битва была лишь одной частью огромного замысла. Ведь все началось с великой формации громового, бессмертного и 49 фрагментов. Янь Лэйцзы специально собрал изначальные духи древних экспертов и влил их в фрагменты, чтобы создать сокровище, способное обладать собственным разумом. И конечной целью всего этого был Цин Шуй. Его высшее намерение убийства Дао было последней частью, необходимой Янь Лэйцзы. Однако теперь ситуация вышла из-под его полного контроля. Пробудив воспоминания Цин Шуй, Янь Лэйцзы получил именно то, чего хотел. Но вместе с этим разбудил чудовищную ненависть бессмертного генерала. Цин Шуй больше не интересовало, зачем Янь Лэйцзы все это сделал. Он хотел только убивать. И битва между обезумевшим Цин Шуй и человеком, который готовил свой план 10 тысяч лет, продолжалась. Тем временем история Ван Линя вновь переплеталась с этой древней тайной. После столкновения с молодым мужчиной Ван Линь уже пережил битву, которая могла уничтожить практически любого культиватора его уровня. Но теперь он оказался втянут в еще более масштабное противостояние. С одной стороны находился план Янь Лэйцзы по созданию высшего бессмертного сокровища и переработке целого бессмертного царства. С другой – Цин Шуй, бессмертный генерал, которого демоническое намерение превратило в машину для убийства. А между ними находился Ван Линь. Он наблюдал за битвой и постепенно становился сильнее. Каждый раз, когда два эксперта второго шага сталкивались, Ван Линь мог чувствовать изменения их дао. Он понимал, что подобная возможность была практически бесценной. Даже если сейчас он не мог полностью понять увиденное, эти знания могли стать фундаментом для его будущего продвижения. Однако существовала еще одна проблема. Таинственный старик внутри его тела уже почти полностью истощил свою силу. Он потратил огромное количество энергии. Теперь рядом почти не осталось людей, которых можно было использовать для отвлечения молодого мужчины. А сам молодой мужчина уже понял истинную цель старика. Он не просто преследовал Ван Линя, он хотел добраться до настоящего тела таинственного существования. Если настоящее тело все еще существовало, его поглощение позволило бы молодому мужчине восстановить гораздо больше силы, чем сотни обычных культиваторов. Поэтому он сознательно следовал за Ван Линем. Старик думал, что ведет противника туда, куда ему нужно. Но на самом деле молодой мужчина уже разгадал его намерение и добровольно шел в ловушку, потому что считал находившееся впереди существо величайшим источником энергии. Ван Линь оказался в крайне опасном положении. Он не контролировал собственное тело. Изначальный дух старика стремительно слабел. А противник с каждым смертельным кризисом становился моложе и сильнее. Сначала он был стариком, затем превратился в мужчину среднего возраста. Теперь перед ними находился молодой мужчина. Более того, его 32 тела снова появились на поле боя, а каждая из них обладала достаточной силой, чтобы охотиться на оставшихся культиваторов. Но самым страшным оставалось его царство Цзи. Оно уже продемонстрировало способность напрямую угрожать изначальному духу Ван Линя, а сам молодой мужчина, казалось, практически не боялся смерти. Каждый раз, когда он приближался к пределу, происходило нечто новое. Именно поэтому Ван Линь понимал, уничтожить его обычным способом будет крайне трудно. Все происходившее становилось частью одной огромной игры. Янь Лэйцзы хотел получить высшее намерение убийства Дао Цин Шуй. Цин Шуй хотел уничтожить Янь Лэйцзы. Таинственный старик пытался привести молодого мужчину к своему настоящему телу. А Ван Линь оказался в самом центре всего этого, одновременно наблюдая за битвой двух высших экспертов и пытаясь сохранить собственную жизнь. Но самое страшное заключалось в том, что тайна Цин Шуй все еще не была раскрыта полностью. Янь Лэйцзы утверждал, что за превращением Цин Шуй в бога убийства стоял кто-то еще. Если это действительно было правдой,
то человек, заставивший будущего бессмертного императора потерять контроль над собой, мог оказаться гораздо страшнее самого Циншуй. Именно эта тайна могла оказаться главным секретом всей игры, которую Янь Лэйцзы готовил на протяжении 10 тысяч лет. Пока же битва Циншуя и Янь Лэйцзы продолжалась, а Ван Линь молча наблюдал за столкновением великого дао второго шага. Он еще не достиг этой вершины, но теперь он впервые увидел ее собственными глазами. И все, что происходило перед ним, постепенно становилось частью его собственного пути к будущей вершине культивации. Большое спасибо за просмотр и всем пока.